Друзья, большой привет! Сегодня я расскажу вам о плюсах жизни в Швейцарии, причем о тех, о которых я раньше не подозревала. Первый плюс – это то, что экология и цивилизация рядом. Мы живем в небольшой швейцарской деревне, и первое, что я оценила после Москвы – это тишина, чистый воздух, красивое, усыпанное звездами небо ночью, спокойствие, зелень и при этом цивилизация. Дороги заасфальтированы, есть школа, детский сад, продуктовый, булочная, банк есть, библиотека. То есть, в принципе, можно никуда не выезжать, какие-то основные вещи здесь уже есть, и при этом ты живешь в природе. Второй плюс – это география и путешествия. Швейцария находится в центре Европы, и когда я сюда переехала, в нашу деревню, то мне в том числе выдали в Гемайнде брошюру хвалебную о нашей деревне. И там было написано: наша деревня – сердце Европы, центр Европы. Я думаю, вот пиарщики постарались. Но на самом деле это так, потому что полчаса до Австрии, час до Германии, 3 часа до Франции, 4 до Италии. То есть, в принципе, не нужно много тратить времени на то, чтобы посмотреть какие-то другие страны. И если раньше мой отпуск начинался с поездки в аэропорт за 2,5 часа, то сейчас можно просто рано позавтракать, сесть в машину и в тот же день оказаться в какой-то другой стране, повидать что-то новое и интересное. И я теперь понимаю, почему многие швейцарцы вообще не выезжают за пределы Европы. У них у многих кемперы, и они просто катаются либо по самой Швейцарии, либо по близлежащим странам. Инфраструктура к этому тоже располагает. Дороги замечательные, на заправках свежая еда, салаты, фрукты, чистые туалеты с пеленальными столиками, детские уголки для игр и детские площадки. То есть, в принципе, для семей здесь очень хорошо все развито. Третий плюс – это эстетика и бережное отношение. Да, страна очень красивая, красивая природа, за ней ухаживают. То есть это не только сама природа замечательная, но и труд человека, забота человека в этом очень чувствуется. Допустим, озера в Швейцарии раньше были очень грязные. И в 80-е годы их взяли и все очистили. То есть сейчас у них там чистейшая вода в озерах. Газоны подстриженные, опрятные ухоженные деревушки, ровные заборчики, цветы. То есть, в принципе, здесь не только природа красивая, но и сам человек своей заботой создает вот такое эстетическое наслаждение. Вот эта картинка замечательно открыточная, это, конечно, труд человека. Чистейший общественный транспорт, одно удовольствие ездить. У нас на маршруте новые мерседесы электрические, с USB-зарядками, с новостями. То есть ты платишь 3 франка и в такой премиальной обстановке куда-то едешь, после этого как-то приятно себя ощущаешь. Швейцарцы бережно относятся не только к природе, но и к вещам. Допустим, у них до сих пор еще ходят старинные пароходики, которым уже, наверное, лет 100. Они их содержат, и пароходики, как такие речные трамвайчики, перевозят людей. Многие пожилые люди, например, вот у нас в деревне ездят на автомобилях 80-х, 90-х годов. Не потому, что они не могут купить себе новые, а потому что те в отличном состоянии, и они даже гордятся, что у них такие вот раритеты есть. И они, в принципе, очень любят старину. Здесь много броки, это такие секонд-хенды, и там можно купить настоящие какие-то находки, хорошо сохранившуюся мебель. Кстати, вот швейцарцы очень любят старинную деревянную мебель расписную покупать, или та, которая им досталась, они ее реставрируют, и потом это как такой хайлайт у них где-нибудь в гостиной стоит или в прихожей. А еще одни мои соседи купили машину из кинофильма «Назад в будущее». Она в ужасном состоянии, но они прям все таки: вот, мы ее будем восстанавливать. Хотя она реально убитая, и, в общем, там придется потрудиться. Но вот они любят восстановление таких вещей.
Четвертый плюс — это безопасность. Мы живем в деревне, и здесь дети сами ходят в детский сад. Воспитательницы говорят родителям, чтобы они не провожали. И особо боязливые родители, конечно, там доводят до какого-нибудь угла, и потом вот финальная часть дороги, которая просматривается из детского сада и видна воспитательницам, там они уже отпускают детей, дети идут сами. Но так я постоянно вижу здесь маленьких таких шпенделей, которые сами ходят, переходят дорогу. Их уже в детском садике учат, как это делать. То есть нужно стоять у перехода на тротуаре и ждать, когда приедет сначала одна машина, остановится, и обязательно подождать, пока остановится вторая машина. Вот. И часто бывают такие ситуации, что одна машина подъехала, стоит, ждет, а второй нету. У нас в деревне, у нас мало машин. И первый водитель, он терпеливо ждет, пока придет вторая машина, тоже остановится. Никто не пикает, никто не нервничает и так далее. То есть, в принципе, я за ребенка в нашей деревне не боюсь. И еще в Сан-Галине, да, в самом городе, да, там, конечно, не так безопасно, как у нас в деревне, но даже там, когда у меня поздно кончались курсы немецкого, я не боялась гулять по городу, и, в принципе, было безопасно. Пятый плюс — это ответственность и зрелость. Здесь никто не ноет. Например, все знают, что государственной пенсии для жизни недостаточно, поэтому они вместо того, чтобы ныть на кухне, государство плохое, пенсии маленькие, все разворовали, они говорят: да, мы об этом знаем, и мы заранее к этому готовимся. Они не перекладывают вину на кого-то, ответственность на кого-то, они сами об этом заботятся. Причем они несут ответственность не только за свою жизнь и за семью, но и у них большое чувство ответственности по отношению к людям из менее благополучных стран. Допустим, вот Красный Крест, да, он был организован в Швейцарии еще в 1863 году. И у них до сих пор многие швейцарцы и в Красном Кресте, и просто так 1 год проводят за границей, и там помогают, либо медицинские услуги оказывают, либо учат английскому языку. И моя знакомая провела как раз год в Африке, и оттуда она привезла с собой африканского мужа. В веломагазинах тоже работает акция «Подари велосипед Африке». И мой муж недавно сдал свой старый велосипед, который еще на ходу, в хорошем состоянии, в такой специальный пункт сдачи, и его велосипед отправился в Африку. Женское сообщество нашей деревни, в котором я состою, за прошлый год построило в Мадагаскаре 4 школы на пожертвования. И швейцарцы регулярно жертвуют и деньги, и вещи в другие страны, жертвам землетрясений, наводнений и так далее. Постоянно идут сборы, какие-то акции и так далее. Приходят письма: пожертвуйте на то, на это. И швейцарцы очень к этому трепетно относятся. Если они могут кому-то помочь, они помогают. Да, и, кстати, вот прием беженцев — это тоже не какой-то тренд в Швейцарии, а еще давняя традиция. И вот по статистике на 2024 год 41% населения Швейцарии — это мигранты первого или второго поколения.